Привет, друзья! Сейчас новый обзор последних новостей Европы. В Германии завершился один из наиболее продолжительных этапов гуманитарной политики последних месяцев. В аэропорту Лейпциг-Галле приземлился самолет с людьми из отдельных регионов Африки, отобранными для переезда в Германию по программе под эгидой ООН. Одновременно в Германии обсудили изменения в системе социальных выплат. В федеральной земле Гессен с конца января 2026 года вводится электронная платежная карта для людей, ищущих убежище. И это еще не все. Концерн Volkswagen объявил о масштабном сокращении рабочих мест. Это решение затрагивает не только сам концерн, но и поставщиков, повышая нагрузку на промышленность и рынок труда, что становится значимой задачей для канцлера Фридриха Мерца. Экономические трудности Германии обсуждаются и на уровне Европейского Союза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получает оценки и замечания в связи с курсом Евросоюза на электромобили и климатические требования, которые увеличивают нагрузку на европейский автопром. Кроме этого, в Германии началась подготовка масштабной пенсионной реформы. Правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем создало новую специальную комиссию, которая должна предложить изменения к середине 2026 года. За этим процессом внимательно следят в Брюсселе, поскольку старение населения – это общая проблема всего Евросоюза. И еще один важный сигнал для экономики Германии. Немецкий бизнес все более внимательно реагирует на новые торговые пошлины Соединенных Штатов Америки. Канцлер Фридрих Мерц указал на возможные последствия для рабочих мест и экспорта, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил о готовности ЕС защищать европейские компании. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии наконец завершился один из самых протяженных и непростых эпизодов гуманитарной политики последних месяцев. В аэропорту Лейпциг-Галле приземлился самолет с примерно 150 людьми из афганских конфликтных зон, которые были специально отобраны для переезда в Германию. Эти мужчины, женщины и дети ранее жили в Кении, а происходят из различных регионов Судана, Конго, Сомали и других стран. Многие из них официально признаны особо уязвимыми. Среди прибывших одинокие матери с детьми, люди с хроническими болезнями и те, кто действительно не может вернуться домой или остаться там, где был. История этого рейса растянулась, напомню, на более чем 7 месяцев. Он должен был состояться весной, но был отменен в последний момент из-за временной приостановки программы по приему мигрантов, которую ввело предыдущее правительство. Сейчас люди уже в Германии, им не нужно подавать стандартные заявления на убежище. Сразу после прибытия они получают разрешение на проживание, внимание, на 3 года, а после успешной адаптации и интеграции смогут оставаться навсегда. Программа resettlement, то есть переселение, работает не как обычная миграция, а как механизм переселения людей, находящихся в уязвимом положении и не имеющих возможности обустроиться в соседних странах. Это решение принимает управление ООН по делам беженцев, а Германия просто предоставляет место и шанс на новую жизнь. В аэропорту ситуацию наблюдали и правозащитники, которые говорили о том, что для многих из этих людей это важная возможность получить безопасность, образование и стабильные условия жизни. Сейчас перед властями стоит задача помочь этим семьям адаптироваться, найти работу, жилье и интегрироваться в новый для них мир. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В немецкой федеральной земле Гессен начинает действовать новая система выплат для людей, ищущих убежище в стране. Это так называемая электронная платежная карта, на которую, внимание, с конца января 2026 года будут поступать социальные выплаты. По словам ответственного министерства, технические проблемы наконец устранены, и теперь карту смогут использовать все муниципалитеты региона. Раньше, напомню, ее работа тормозилась из-за несовместимости компьютерных систем в городах и районах. Идея этой карты относительно проста, однако вызывает общественное обсуждение. Государство больше не будет выдавать часть денежных пособий наличными, как это иногда происходило ранее, так как не все получали на карту. Сейчас они могут зачисляться на карту всем, с которой можно платить за товары и услуги. Официальная цель – не допустить, чтобы деньги уходили за границу, например, родственникам или преступным сетям, а также облегчить работу администрации. Однако критики уже заявляют, что на практике это может ограничивать свободу получателей. Карта не всегда принимается в небольших магазинах, на блошиных рынках или в секонд-хендах. Критики системы считают, что она
может усложнить повседневную мобильность людей, которым требуется время на адаптацию. Особые сложности ожидаются в крупных городах. Например, в Франкфурте пришлось программировать отдельную техническую связь для системы, и до ее запуска карта там работать не будет. Исключение также сделано для Ханау. Он перейдет на собственное управление и присоединится к системе чуть позже. Эта мера вызывает разные реакции в политике и обществе Германии. Одни видят в ней попытку сделать выплаты более прозрачными и управляемыми, другие же – очередное ограничение для людей, которые и так находятся в уязвимом положении. Интересно, как эту инициативу воспринят и другие земли, ведь подобные карты обсуждаются уже по всей стране. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Германия получает важный сигнал из ключевого сектора своей промышленности. Внимание! Концерн Volkswagen объявляет о масштабном сокращении до 35 тысяч рабочих мест. И это не только корпоративное решение, но и показатель структурных трудностей немецкой экономики. Проблема не ограничивается одним автогигантом. Удар уже ощущают поставщики деталей и комплектующих. Именно там сокращения могут оказаться еще жестче. Экономисты отмечают вероятность цепной реакции, при которой изменения в одном концерне отражаются на множестве предприятий по всей стране. Для канцлера Германии Фридриха Мерца это серьезный политический и экономический вызов. Немецкий автопром – это основа экспорта, налогов и рабочих мест Германии. Потеря десятков тысяч рабочих мест означает дополнительные изменения на рынке труда и в социальной сфере, особенно в промышленных регионах. Но проблема выходит за пределы Германии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже сталкивается с критикой из-за жесткого курса ЕС на электромобиль и климатические требования. Немецкие автоконцерны вынуждены тратить миллиарды на переход к электротранспорту, который пока не приносит прибыли, тогда как конкуренты из Азии наращивают свое давление. В результате Германия снижает темпы роста, число рабочих мест сокращается, а промышленная модель, долгое время считавшаяся устойчивой, требует обновления. Теперь главный вопрос. Как вы думаете, смогут ли Берлин и Брюссель изменить курс, пока сокращения не стали необратимыми? Пишите, но только культурно. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии продолжается серьезный разговор о будущем пенсий. Правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем создает специальную комиссию по реформе пенсионной системы. Уже сейчас власти признают, старая модель больше не справляется, а первые конкретные предложения ждут к середине 2026 года. Суть проблемы достаточно прямая и понятная. Людей пенсионного возраста становится все больше, а работающих, соответственно, все меньше. Денег в пенсионной системе не хватает, и если параметры системы не будут скорректированы сегодня, будущие выплаты могут измениться. Именно поэтому комиссия должна предложить новые правила, которые затронут почти каждого жителя Германии. Среди обсуждаемых мер это возможно повышение пенсионного возраста, изменение принципа финансирования пенсий и перераспределение нагрузки между государством, работодателями и самими гражданами. Правительство Германии прямо говорит, одной государственной пенсии в будущем может быть недостаточно, и людям придется активно копить самостоятельно и через работодателей. Для канцлера Фридриха Мерца это один из самых чувствительных политических вызовов. Сегодня пенсия – это тема, где любое решение затрагивает миллионы семей и влияет на доверие к самой власти. Неверные решения в этом вопросе могут иметь серьезные политические последствия для правительства Мерца. За ситуацией внимательно следят и в Брюсселе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не раз уже подчеркивала за последний месяц, что старение населения – это общая проблема всего Евросоюза. То, какое решение примет сегодня Германия, может стать ориентиром и для других стран. Поэтому итог этой реформы определит, смогут ли нынешние работающие немцы, включая и молодежь, рассчитывать на достойную пенсию или им придется готовиться к жизни с гораздо меньшими доходами в старости. А дальше еще одна новость. В Германии появились важные сигналы со стороны бизнеса. Немецкие компании все жестче реагируют на новые торговые пошлины США, которые вводит президент Дональд Трамп. Предприниматели говорят прямо, такие решения усложняют условия для немецкой экономики и затрудняют долгосрочное планирование бизнеса. Речь идет о дополнительных налогах на товары из Европы. Под ударом немецкое машиностроение, промышленное оборудование, автомобильные комплектующие и высокотехнологичная продукция. Для многих фирм США это ключевой рынок, и рост пошлин означает либо падение прибыли, либо рост цен, либо сокращение рабочих мест.
Как видите, выбор небольшой. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже предупредил, если торговое давление со стороны США усилится еще больше, это напрямую ударит по экономическому росту самой Германии. По его словам, речь уже идет о возможных изменениях в занятости на крупных предприятиях страны, а экспорт, который является основой немецкой экономики, теряет стабильность. Берлин требует четких и предсказуемых правил от Дональда Трампа, а не торговых ударов в одностороннем порядке со стороны США. В Брюсселе ситуацию держит на контроле и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркивает, что Евросоюз готов защитить свои компании и не исключает ответных мер, если давление со стороны США продолжится. Урсула в открытую заявляет, что для Европейского Союза это выходит за рамки спора о пошлинах и касается принципов экономической самостоятельности. Эксперты тоже предупреждают, что если торговый конфликт затянется, немецкие компании будут вынуждены либо сокращать инвестиции, либо переносить часть производства, либо вообще уходить с американского рынка. Это означает дополнительные неопределенности для экономики Германии и уровня жизни населения. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.